JustAGD Player, прародитель шоукейсинга в том виде, в котором мы уже привыкли его смотреть. Он первый даже снимал в 4К. Именно он посвятил канал этому делу 2,5 года назад, собрал свою аудиторию и стал палочкой-выручалочкой для креаторов, контент-мейкеров и прочих рандомных зевак. Ведь через него можно было даже неплохо продвинуть свой уровень. Нейрон, человек, которого многие уважали как коллабхостера, игрока и ГПшера, он подарил нам шоукейсы в 4К с режимом RTX, идеально заполнив данную нишу шоукейсинга в один момент. Впоследствии еще и разнообразил контент авторскими рубриками. NickXD, лучший друг контент-мейкеров, он оставляет ссылки на видосы, которые легко скачать без сжатия, делает идеальные на фон записи благодаря 120 FPS версиям, а также он автор рубрик, такие как уровень, но это слоупы. Да и в целом это очень скилловый экспозер. Летим, высчитывает количество фрейм-перфектов, делает наглядные сравнения, чего только у него нет, и что можно вообще еще тут придумать. Таким вопросом задается ФНМ и по сей день. 1,5 года назад ничем не примечательный игрок FNM04 выкладывает вместо тотального шлака шоукейс с Open Circle с помощью бота. И в связи с огромным везением алгоритмы ютуба его очень сильно продвигают и видео стреляет. После этого он снимает еще шоукейсы и тоже в точку. YouTube его явно любит. Он собирает первые большие просмотры и аудиторию, которую будет кормить этим на протяжении года. В сфере креаторства, слэерства, фармерства, да чего угодно в ГД он не представляет из собой ничего, но у него есть аудитория, есть просмотры, и может быть он это везение реализует и выстрелит в шоукейсерстве, но он там никак не может выделиться. JustAGD Player тоже шоукейсит уровни в 4К, как и FNM. С RTX снимает нейрон, а его мозг не может родить рубрику на уровне летима. Если ютуберы с разговорным контентом снимают видосы на разные темы, летсплейщики по ГД хоть и могут проходить такие же демоны, но сами прохождения и само видео будут разными, то зачем нужен нам FNM? Он шоукейсит точно такие же уровни, как и тот же Just. Что будет, если убрать FNM? Ничего не изменится. Практически любой уровень с таким же охватом может зашоукейсить нейрон. С ютуба пропадут только такие рубрики, как Playing, где он просто записывает макрос со спидхаком. Что может быть отвратительнее? Я понимаю проходить хотя бы без спидхака, делать тем самым свою реакцию на сложность, но FNM что-то говорит за сложность, играя со спидхаком, где вообще ничего не понятно по ней, и кораблик будет всегда тяжелее фришной волны, а дуал всегда будет сложнее таймингов и так далее. Каким нужно быть говноедом, чтобы смотреть на этот тупизм? Он ничего не может там донести, кроме рандомных слов про левел. Хоть бы без спидхака записывал, чтобы хоть что-то понять про уровень. Исчезнет FNM, исчезнет формально ничего. В буквальном смысле его ролики, но они ничем не лучше других. В нем 0 уникальности не только по шоукейсингу, но и по личности в ГД. Я повторюсь, он абсолютный никто в ней. Не коллабхостер, не фармер, не слэер, не креатор, да даже не создатель ГД-бота. То он, господи, такой, кому он срался? Он только нужен людям из-за его аудитории. Вот с ним дружат и дают копию на шоукейс. Это жертва везения. И казалось бы, ну, срать на него, кто не смотрел его шоукейсы. Пусть себе там что-то записывает и бубнит что-то периодически. Его нет причин хейтить. Но со своей ролью белая ворона FNM крайне не согласен. И в этом видео я буду выворачивать данного человека наизнанку и продемонстрирую ГД комьюнити, кто такой FNM04. Итак, как вы уже поняли, его главными врагами на ютубе являются JustAGD Player и Nero, так как это конкуренты, а FNM04 явный капиталист-монополист, в чем вы дальше убедитесь. И он не мог не попытаться пошатнуть позиции вышеназванных шоукейсеров. Итак, FNM04 и борьба за авторские права. В общем, на протяжении года он пытается доказать тот факт, что нейрон крадет у него идеи для видео. FNM04 показывает то, что 3 месяца назад он сделал топ-10 сложнейших спам-челленджей в ГД. Проходит время, топ изменился, и нейрон решает тоже снять топ-10. Приходит FNM и такой: братан, как бы топ-10 это моя идея. Вы понимаете, это только начало видео, но мне уже тяжело не впасть в истерику. FNM04 приватизировал рубрику топ-10 каких-либо уровней в ГД. Теперь мы знаем, кто придумал снимать всяческие топы. Берегись, YouTube, сейчас FNM вам видосы посносит. Я просто угораю, понимаете?
поверьте, предъява имела бы хоть какой-то смысл, если бы Нейрон в тот же день залил такой же топ. Но черт возьми, прошло 3 месяца. Мне нужно объяснять, почему такое обвинение в плагиате, так еще и с такой очевидной народной идеей, как топ-10, это просто сюр. Также ФНМ докопался до точного совпадения части названия. Топ-10 сложнейших спам-челленджей в Geometry Dash. На что Нейрон в точку заметил. А видео должно было называться «Топ Geometry в челленджах сложнейших 10 Dash спам». На этом ФНМ 04 не остановился. Наш приватизатор зарезервировал за собой право снимать топ-10 сложнейших невозможных уровней. Нейрон всегда снимал и снимает эти топ-10. Страшно представить, сколько раз ФНМ пытался их стрейкануть за украденную идею. Стой! Ты что тут делаешь, я не понял? Я бью поворотом. В смысле, мечом? Да. Это я придумал бить поворотом мечом. 6 лет еще. Давай иди отсюда. Но в конце концов ФНМу надоело, что он не успевает выпускать всяческие топы первым, когда они обновляются. И он решает взять ситуацию в свои руки. В тот момент, когда Silent Club Step был верифицирован, ФНМ сразу пошел снимать новый топ-10 сложнейших демонов, несмотря на то, что в Pointer Crate его еще в помине не было. То есть ответственность за позицию он взял на себя. Слееры сказали, что этот уровень точно не топ-1. Но будет ли слушать их ФНМ? Конечно же нет. Для него этот демон обязательно будет стоять на первом месте. Так видео наберет больше просмотров, ведь не просто так он ставит фрагмент уровня даже на превью, как бы намекая на новый топ-1. То есть он просто высрал новый топ-10, основанный на чисто своем мнении, и по сути выдал полный бред. В описании он пишет, что именно там он и будет размещен. С чего он это взял? Кто ему это сказал? Абсолютно неважно. Так же, как и ему не важно, ведь мнение топ-игроков можно было выяснить за считанные минуты и уже выложить более кликбейтный ролик о том, что Silent Club Step не топ-1. Но мозг ФНМа такой ход не потянул, а также он не потянул еще кое-что. Раз он решил поставить в топ-10 уровней вперед Поинтера, тогда где там гребаный Обливион? Где он нахрен? Большинство мнений говорит, что он залетает в топ-10. Где сраный Обливион? Или хотя бы уточнение, что ты мега-мост спидхакер, думаешь, что это не топ-10? Да он просто забыл его. Позорище. Да, обвинять за плагиат и гнаться за хайпом он умеет. А что если украсть у кого-то? Например, у того человека, которого ты обвиняешь в воровстве. То есть украдем у Нейрона. У Экзена есть рубрика «Самое странное прохождение», где он делает всяческие скипы, очень странно стрейтит, создает какие-то невероятные траектории выживания персонажа и прочее. То есть странно играет. ФНМ сделал абсолютно такую же рубрику, но просто назвал ее по-другому, а потом доказывал, что снимал такое раньше Нейрона, впрув скинув его рубрику, где он просто нажимал в уровне как можно позже. То есть абсолютно другая рубрика. И да, вы знали, что у ФНМа настолько все схвачено, что он имеет авторские права даже на скип в уровне, который мог найти абсолютно любой человек. Так еще и Нейрон конкретно этот уровень записывал на стриме, и конкретно этот скип ему подсказали вообще в чате. Вот вы смеетесь, а ведь когда выйдет 2.2, все те, кто будет в ней играть, будут воровать идею играть версию 2.2 у ФНМа, ведь он точно первым снимет новые уровни. Иди давай. Мяч мне. Наклбол знаешь? Я его придумал. Ну и да, не забывайте, что ФНМ борется с Нейроном и пытается его всячески дискредитировать. И желательно делать это публично. Поэтому в лишний раз не отказался кинуть предъяву не в ЛС, а конечно же в Твиттер, чтобы все знали, кто настоящий батя шоукейсинга, который никогда не ворует идеи. Я могу предъявить ему даже за то, что он ворует идеи для записи конкретных уровней. Это отлично прослеживается. Но все можно списать на совпадение, поэтому относитесь к этому как хотите. Верификация The Hallucination. Ее почти никто не заметил, но как у Лея стрельнуло видео, так ФНМ 04 сразу выложил видео, что он верифнут. С тем же моментом, причем на превью. Как у Лея стрельнул Riot Demise, так он сразу попер его снимать. При этом зачем-то сфотошопил
кадр из уровня, ведь такого момента в левеле нету. Он склеил два разных стрейт-флая в едино. Лей заснял Silent Phobos, и ФНМ тут же вспомнил про старую версию Фобоса, ну чтоб совсем не повторяться. Это все идет подряд причем. Вериф Theory of Silent никто не заметил, пока у Лея не выстрелил видос. Ну и ФНМ 04 сразу же, надо залить. Вы понимаете, то, что он шоукейсит спустя несколько дней после условного верифа. Вернее, даже после того, как у Лея выстрелит видео. То есть он даже по актуальности проигрывает и не может ничего показать вовремя. Горе шоукейсер. Он на плаву только за счет того, что ему дают всякие эксклюзивные копии по блату и все. Ну и да, вы можете сказать, что он, например, Theory of Silent Neuron тоже снял. Но он не собирался этого делать после Лея, пока я ему не сказал это сделать и повторять некоторые уровни шоукейсов, чтобы больше аудитория видела актуалочку. А ФНМ, он просто воришка. Выходит, еще и после нейрона подобрал. Когда все уже видели этот уровень, ходят слухи, что ФНМ 04 узнает новости только из чужих шоукейсов. ФНМ, там Рио Динамайс построили. Не отвлекайте. ФНМ, там Theory of Silent верифнули. Я тебе что сказал? Я тебе сказал, не мешай. Все, иди. О, Theory of Silent верифнули. Пора снимать контент. ФНМ любит деньги настолько же сильно, насколько он безидейный человек. Его рубрики, которыми он решил кормить народ ради бабок, это супер широкие прохождения, какой-то сраный HDR. Спасибо, что не перезалил все свои видео с этим эффектом, который ни хрена не видно. Но я не отрицаю то, что он присутствует. Ну знаете, кто не делает контент, в том числе и за деньги? Например, я. Во мне вы видите много идей, много всяких проектов, но в то же время я не откажусь и от платы за творчество. Типа рублей 200 за видос в нынешних реалиях сойдет. И Вав, который не откажется от косаря за пройденный топовый демон. Нейрон, которому очень сильно важны деньги в его нынешней ситуации на Украине. То есть, вы понимаете, это норма. И, конечно же, ФНМ 04 абсолютно бездарная пустышка, в которой 0 творчества, 0 идей и 0 оригинальности. Он это делает на все 100% ради денег, которые он заслужил иметь только везением. Опять же, он никто в ГД, чтобы с ГД так лутать. Но это еще ладно. Окей, что предъявлять за такое? В этом нет особой проблемы. Повезло ему и повезло. Но проблема-то в лицемерии, когда он обвиняет другого в том, что сам делает. Этот гений написал человеку, который, несмотря на войну, выкладывает всякие топы, актуальные левела и прочее. У него идет война в 15 километров от его дома. И ему написал ФНМ то, что он на ютубе только ради денег. При этом сам ФНМ ни разу не ради денег. Чисто за идею и за творчество. Ну вы знаете, это творчество и старания. Макрос записать. Я сказал записать макрос или не записать все-таки и взять чужой. Мало кто знал, но множество макросов на невозможные уровни не его вовсе. То есть он просто просил их у всяких людей. Но как вы уже догадались, это не вся проблема ФНМ 04. В общем, был один человек, который имел на руках макросы. К нему пришел ФНМ 04 и попросил их. Человек их ему дал и взамен попросил связь с креатором, с которым ФНМ 04 имел как раз таки связь. Ну типа я тебе добро и ты мне. Взамен он не получил не то что связь с креатором, а даже спасибо за макросы. ФНМ 04 ничего не сказал, никого не попросил, никому ничего не передал. Делай добро и не получишь ничего. А ФНМ кучу свободного времени и стопку баксов. Ну и куда же ему столько денег? В момент, когда ему отрубили монетизацию, было нытье года. Как оказалось, наш бедный ФНМ 04 платит за университет деньгами шоукейсов. Если ему не вернут монетизацию, все, хана. Учиться не будет, жизнь кончилась. Удивительная история, в которую просто невозможно не поверить. Кристальная правда. То есть я правильно понимаю, если бы 1,5 года назад твое видео не решил порекомендовать YouTube, то ты бы сейчас не учился, да? Ты нам втираешь какую-то дичь. Ты когда поступал, был экстрасенсом и знал, что сейчас поднимешься на YouTube и оплатишь учебу? Или чё нахрен? Или учиться до этого момента вообще не собирался? И раз тебе так важны деньги, на кой черт ты вложил столько бабок в ПК? Надо было, наверное, сначала учебу полностью оплачивать, нет? Ты, блин, купил миллион топовых мониторов, обновил видеокарту почти до предела. Ты врешь сейчас всем в лицо, чтобы тебя пожалели. И поздравляю тебя с тем, что твоя ложь привела к противоречию. Ты же на ютубе, в отличие от нейрона, не ради денег. Так получается ради денег? Иначе чем платить за учебу? Выбирай, в какой лжи признаться менее зашкварно. Ты в вилке. И еще, судя по стафу в первых видео, твои родители не бедные. Или откуда ты это взял? Украл, что ли? Ты продолжишь врать, что без канала с шоукейсами ты бы
бы потерял учебу. Крутая легенда без пруфов. Самое интересное, то что когда ФНМу и Нейрону почти одновременно отключили монетизацию, Нейрон предложил объединиться, чтобы вместе достучаться до Ютуба через Твиттер или другими какими-то средствами, чтобы все объяснить, и им двоим все вернули. ФНМ от этого отказался. Знаете почему? Потому что он не хочет, чтобы Нейрону возвращали монетизацию, а сам он как-то разберется. Ну это же конкурент нашего монополиста, так что не удивляйтесь, что он так себя ведет. Конечно же, он не забывает еще поливать Нейрона говном и всячески агитировать за свое превосходство в сфере шоукейсинга, например, такими опросами. Конечно же, это рофл, но будто бы юмор не может быть агиткой или пропагандой. А, еще зацените единственный комментарий, который он лайкнул. Он гласит, что в РФ примерно так же проходят выборы. Ну что, поздравляю тебя с первым политическим высказыванием, пусть и через лайк. Яиц у тебя на другое все равно не хватит. Ты давай аргументируй без прикрытия шуткой, и в любом случае перед Кадыровым извинишься. Ну и так опрометчиво, лучше не лайкай в следующий раз, а то сабов с РФ у тебя полно, на место кто-то еще поставит, будет неприятно. Ну и вообще, у Нейрона было много конфликтов с ФНМом в ЛС, и когда в очередной раз они помирились, ФНМ, как ни в чем не бывало, продолжил срать Нейрона, но уже за спиной. Один раз он совершенно обнаглел и уже начал не просто притягивать обвинения, а в рандомной ситуации умудрился обвинить Нейрона. Когда ФНМ 04 слил переписку с Джастом, он добавил надпись, что Нейрон обо всем знал и покрывал Джаста. Только он нахрен вообще ничего не знал и сам был в афиге от ситуации. С чего он взял, что Нейрон все знал, еще и покрывал Джаста? Это только наркотики ФНМа нам, видимо, расскажут. Чисто рандомная ситуация, но виноват в ней, конечно же, Нейрон. Ой, прости, виновата. Да не только ты. А кто еще? Нейрон. Ну и Джаст. Это же его второй конкурент, вы не забыли? От него тоже было бы неплохо избавиться. Джаст несет по пьяни адскую ахинею ФНМу в ЛС, дабы почекать его реакцию на это и притвориться гангстером. Он говорит, что имел 12-летку, что он давал взятки полиции, что ФНМ бы он тоже поимел, если бы знал, как дать взятку британской полиции. Короче, полный бред, думаю, всем это ясно. Приходит к вам друг, говорит, я там малолетку поимел, вы такие, пруфы, братан? И он дальше вам такой, погоди, пруфов нет, но еще дальше приехала полиция, я от нее откупился, короче, вообще жесть была. Нисколько не выдуманная история, реалистичность 100%, точно не вранье. ФНМ тоже прекрасно это понимал, то что, ну, это бред полный, типа вранье какое-то. И начал прям в диалоге этим пользоваться, строил жертву, что, ой, прекрати мне это писать, пожалуйста. Хотя он мог кинуть в ЧС, но, видимо, на эту функцию он еще не получил авторские права и не может ее использовать. Ну а потом он в один момент слил переписку, где подал все так, будто Джаз педофил. Хотя по краям была еще инфа про взятки, но он взял специально только то, во что можно поверить. А сам понимал, что это все в целом вранье. Зато Джаз красава для него все-таки. Дал жесткий повод избавиться от конкурента. Виноваты в этой ситуации по сути оба. Но задумку ФНМа вы поняли. Особенно прикольнуло его нисколько не предвзятое отношение к уровням Джаста. Он назвал их неинтересной хренью. Аргументированно не предвзято. Прекрати пытаться занизить конкурента во всем. О господи, ФНМ, лицемерие, переобувание, противоречие. Было мало вам этого всего? Ловите еще. ФНМ пришел просить копию АОДа у Нейрона для фарма денег, то есть просмотров, вернее для шоу-кейса, все. Нейрон ему отказывает, не дает копию. И ФНМ такой, да я не хочу уже это шоу-кейсить. О. Эй! Стой. Ты куда идешь? Просто гуляю. Можно с тобой как-то? Давай. С тобой? Нет. Да я и не хочу уже. О, Silent Club Step верифнули. А знаете, что было дальше? Когда копия АОДа появилась на серверах, он все-таки сделал шоу-кейс, причем несколько. И да, для ФНМа даже самое легкое действие является достижением, после которого он может раздавать громкие фразы и выпендриваться. Он крайне убого подделал клики на 15-секундном вейв уровне и пошел писать, что в это видео бы все поверили, что я сделал это всего за 15 минут, что в листе могут быть читеры, вот посмотрите, как это все легко, я как батька тут. Какой же кринж я с этого словил. Тебя бы с таким пруфингом и убедительностью кликов все бы нахрен послали. Даже не смей об этом рассуждать, пока не прокачаешься в этом. Посмотри нам экспоузы, поизучай там мои гайды, попрактикуйся больше, не позорься нахрен. Ты че выложил? Ты че несешь тут? Читеры у него в листе. Ага, то есть по краям еще, да?
Здесь еще тут внешне, вот так вот, так вот. Ну это скопировать можно. Тоже мне. Тоже мне. Ну-ка. Что получается? Вот тут чуть-чуть подправить. Я не знаю, ну как по мне, вот после этого я считаю, что креаторство сильно переоценено. Вот тут еще цвет изменить. Ну представьте, вот я даже не креатор, который, я за такое короткое время уже смог буквально за 15 минут сделать, ну, на уровне, ну вот считай, работа профессионала. Профессионал делает, я за 15 минут уже сделал. То есть даже я не говорю там о слеерах, я говорю даже о том, что шоукейсить уровни намного тяжелее. Вот, я зашел в креаторство, я попробовал, я знаю это. Чуть затемнить. Я знаю это уже. Нет. Вот оно, искусство ваше. Вот вы ноете то, что у креаторов мало подписчиков. Вот уровень их. Вот. Я могу рассуждать, я попробовал 15 минут всего. ФНМ, манипулятор и мистер противоречия. Все хейтеры его только с дезинформацией. Если он снимает сообщения постыдные, то это норм, а если против него, это уже не норм. И я удивлен его скиллу капиталиста. Даже в ситуации с Джастом он вытряс абсолютный максимум. Он сказал, что Just XD Player может снести его канал страйками, но если мы наберем 100 тысяч, то канал будет жить. Офигенная легенда, суперский метод. Но благодаря этому ему удалось набрать много подписчиков. И у меня, как у думающего Homo sapiens, есть вопрос. Как тебе Just снес бы канал? У тебя нету видео на канале, принадлежащих ему. Ты это знал и наврал, он бы тебе ничего не сделал. Ты врешь, чтобы набрать много сабов. Господи, насколько же он импотент шоукейсер. Удалите с его канала эксклюзивы, которые ему кидают креаторы. И посмотрите на это. Просто чел повторяет рубрики, высирает какой-то бред, стабильно не попадает даже в актуальность. Ты вообще зачем в комьюнити? Или ты вообще не в нашем комьюнити, раз пропускаешь постоянно все? Там где? На учебе, что ли? Он делает простейшую работу, и то иногда используя чужие макро, и при этом говорит, что это очень тяжело, ведь ему надо еще учиться. Да, братан, ты же один у нас учишься. Стоп, так реально, наверное, он один учится. Мало же у кого есть деньги на учебу шоукейсов. Ответьте себе на вопрос реально. Такой дегенерат нам зачем? Как я и говорил, вот даже в плане контента, среди тысячи летсплейщиков, которые пройдут Bloodlust, имеют право на существование, все, у них разные прохождения, разные истории, разные фейлы, реакции, видео, полностью все это абсолютно разное, а шоукейс уровни одинаковые. У нас есть нейрон с такой же аудиторией, который прекрасно справляется со всем. То есть можно сказать, то, что обычные шоукейсы, которые не рубрика развлекательная, это как услуга комьюнити, услуга креаторам и прочее, в отличие от тех же летсплеев, которые чисто развлекательные. А тут достаточно одного шоукейса, и казалось бы, чем они отличаются от такого же шоукейса, но с айконкидом ФНМа? Ничем. Так это чел еще и лжет, лицемерит, придумывает какие-то новые способы устранения конкурента. Так кто же такой этот самый ФНМ-04? Каждый решает сам. Для меня это пустое место, имеющее ноль смысла. Он просто айконкид и олицетворение попытки монополизма в ГД. Понимаете, он бы еще заслуживал права на существование, если бы он не вел себя как скотина. И да, знаете, то, что любой хейт в его адрес просто из-за зависти, по словам ФНМа. Так вот, ФНМ, после этого видео попробуй просто мне это сказать. Эрили мне завидует. Тебя будет ждать такой сюрприз, я тебя унижу. До конца дней завидовать будешь. А еще ему не нравится, когда его называют дерьмовым человеком, даже не общаясь с ним. В этом тейке он начал строить дурачка, что люди это делают, основополагаясь на его название к видео. Какие нахрен название видео? Что за попытка новояза, подмены понятий, манипуляции или что это вообще такое? Нет, чел, я не смотрю на твои названия видео, я смотрю на твои поступки со стороны. Понимаешь, слава богу, что я с тобой не имел дела в ЛС. Все, я не знаю, я не могу больше читать его твиттер. Почитал пару постов, это просто трэш. Там на него еще куча всего у нас нейронов в ЛС. Видео и так уже достаточно длинное. Я не хочу тут болтать еще на минут 40. Я надеюсь, мое видео не снесут по авторским правам, ФНМ оплатит учебу, да и знаете, какое бы дерьмо в жизни ни происходило, помните, наверняка в этом виноват нейрон. Так, по сути, Эрили выложил на меня разоблачение. И я выкладывал разоблачение на Джаста. Раньше, чем он. Получается, он нарушил мои авторские права. Ты чё тут сидишь? А что делать еще? Иди шоукейсы снимай, мы чем в колледж оплачивать будем? Ну, мам! Никаких, мам! Ну, нейрон еще ничего не выложил. Опять нейрон у тебя виноват? Ну, не знаю, что еще снимать.